Приветствую всех на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязать узор ротанг поворотными рядами. И делать это максимально просто за счет направления полотна при провязывании рядов. У вас получатся идеально ровные края изделия. Единственная погрешность, о которой я хочу предупредить вас заранее, для того, чтобы в дальнейшем не возникло никаких претензий и вопросов. Возможно, это моя особенность вязания, но протяжки ложатся не совсем ровно. У них есть незначительный завал либо вправо, либо влево. За счет того, что сначала я провязывала в одну сторону, а затем в другую. Напишите в комментариях, столкнулись ли вы с такой проблемой, есть ли у вас у протяжек незначительный перекос или у вас все ложится ровно. Хочется это выяснить, потому что мне интересно, все-таки это моя особенность вязания или у всех это получается не вывязывать абсолютно ровные протяжки. Буду я использовать в мастер-классе шнур карамель, он 5 миллиметров. Для этого шнура я использую крючок 4,5. Он двусторонний, я уже рассказывала про эти крючки и как им вязать. Для трикотажной пряжи вы можете использовать крючок такой же, но 5,5. Он идеально подходит для трикотажной пряжи бисквит, у которой ширина ниточки 7 миллиметров. У шнура 5 миллиметров, соответственно, берем 4,5 крючок. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала хотелось бы отметить, если вы никогда ранее не вязали узор ротанг, я вам рекомендую посетить мой подробный мастер-класс о том, как вязать узор ротанг быстро и просто. Ссылочку на видео я для вас оставила в описании. Переходите и подробно ознакомьтесь с информацией. Для начала необходимо нам набрать цепочку из воздушных петель. В самом начале отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров, укладываем крючок вот таким образом, поднимаем хвостик вверх и разворачиваем крючок. Захватываем рабочую нить и провязываем воздушную петлю. Самый первый узелок я никогда не считаю, я его буду распускать и со следующей петли на крючке набираю то количество воздушных петель, которое необходимо. Я для образца наберу 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля. Набираете то количество, которое вам необходимо для изделия. Повторюсь, что узелок я распускаю, вытягиваю хвостик и подтягиваю эту петлю. К набранной цепочке всегда в самом начале наберу одну воздушную петлю. Она будет по счету номер 6. Переворачиваю цепочку и вижу вот такие дужки. Их всего здесь 6. Самая первая это от воздушной петли подъема. Вторая дужка это от воздушной петли номер 5. И под нее я ввожу крючок. Далее мы все делаем так же, как и в обучающем видео про узор ротанг. Захватываем рабочую петлю, рабочую нить, вытягиваю ее на нужную высоту, толкая крючок вперед, захватываю петлю, которая у нас перед протяжкой, протягиваю ее под протяжкой, захват рабочей нити, фиксирую протяжку воздушной петлей. Первая протяжка провязана, их должно быть 5. В цепочке 5 воздушных петель.
шестая была подъема, с пятой мы начинаем вязать, соответственно, 5 воздушных петель, 5 протяжек должно быть. В каждом ряду их должно быть ровно 5. Вот эту воздушную петлю я не считаю. Ввожу крючок под следующую дужку, захват рабочей нити и провязываю протяжку так же, как и предыдущую. Протягиваю петлю под протяжкой, захват рабочей нити, провязываю воздушную петлю. Таким образом я фиксирую протяжку. Здесь я более детально не буду останавливаться. Я уже в полной мере рассказала про узор ротанг в обучающем видео. Довязываю до конца ряда и повторюсь, что протяжек должно быть ровно 5. Сейчас я провязала четвертую и провязываю номер 5. Протягиваю петлю, которая была на крючке, под протяжкой, захват рабочей нити, провязываю воздушную петлю. Таким образом я зафиксировала последнюю пятую протяжку. Переходим на вязание второго ряда. И здесь начинается все самое интересное. Нужно сначала развернуть полотно. Вот таким образом. У вас ниточка где двигается, вот эта часть, она должна быть видимая сейчас. Затем мы поднимаем полотно вверх и будем вязать узор ротанг в эту сторону. Таким образом будем возвращаться обратно к исходной точке. Хочется напомнить, что во втором ряду мы провязываем протяжки между протяжками первого ряда, то есть вот в этих точках. Ввожу крючок между протяжками первого ряда. Хочется здесь остановиться на как вы будете держать ниточку. Зажимайте ее в руке так, как вам удобнее держать. Мне удобно вот таким образом. И вот этими двумя пальцами я держу полотно. Затем я направляю крючок на себя. Крючок, сам вот захватывающий кончик, которым мы ниточку захватываем, мы должны направить в ту сторону, в которую вяжем. И перед крючком у нас должна располагаться рабочая ниточка. Она должна ложиться на крючок ровно, не перекручена. Вот таким образом я захватываю эту нить, протягиваю ее, вытягиваю на нужную высоту. Длина этой протяжки должна равняться протяжкам первого ряда. Затем мне необходимо зафиксировать эту протяжку. Я толкаю крючок вперед под протяжку. Вторым я буду захватывать петлю, которая была изначально на крючке, перед тем, как вытянуть протяжку. Показываю медленно для того, чтобы четко вы могли уловить и повторить сейчас у себя. Захватываю петлю, которая была на крючке, протягиваю под протяжкой. И затем мне необходимо после того, как я протянула эту петлю под протяжкой, провязать воздушную петлю. Все точно так же, как и в классическом способе вязания ротанга. Я захватываю крючком рабочую нить вот таким образом, то есть под рабочую нить завела крючок и затем протягиваю эту нить через петлю. Вот так это получается. Чем больше будете вязать таким способом, тем лучше будет получаться. Перемещаюсь в следующую точку. Между протяжками первого ряда ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить, протягиваю ее, вытягиваю на нужную высоту, тяну крючок за собой, захватываю петлю, которая была на крючке, протягиваю через протяжку и затем провязываю воздушную петлю.
протяжка номер 2 сформирована. Их должно быть 5. Двигаюсь дальше. Провязала 2, вяжу третью. Делаем все то же самое. Вытягиваем на нужную высоту и фиксируем эту протяжку. Довязываем четвертую. И провязываем воздушную петлю. Осталась последняя протяжка. Ее мы формируем за воздушную петлю. Вот она у нас шестая была воздушная петля в цепочке. И вот эта, которая петля протягивалась под протяжкой, под нее вводим крючок. Вот так это выглядит. Захватываю рабочую нить, протягиваю, протягиваю петлю под протяжкой и провязываю воздушную петлю. Так я довязала до конца этого ряда. Второй ряд готов. Переходим на вязание третьего. Опускаем в исходное положение нашу заготовку. Здесь у меня вот она подвижная часть. Крючок перемещаю и разворачиваю. Будем формировать узор ротанг классическим способом. То есть следующий ряд, вот она, между протяжками прошлого ряда, над протяжкой первого ряда мы вводим крючок в основание, захватываем рабочую нить, протягиваем ее, вытягиваем на нужную высоту. И теперь мы поступим иначе. Мы разворачиваем, крючок перемещаем к себе, захватываем рабочую нить, отводим крючок от себя и тянем под первой петлей и под протяжкой рабочую нить. Вот таким образом. То есть, если бы мы вязали классическим способом, мы бы сейчас ту петлю, которая на крючке, протянули бы под протяжкой. В данном случае, для того, чтобы получить ровный край, нам необходимо провязать, чтобы здесь у нас было точно так же, как и с этой стороны. То есть такая петелька оставалась. Поэтому я сейчас протянула рабочую нить под двумя этими петлями, получив рабочую петлю. Ее я подтягиваю, разворачиваюсь и только после этого провязываю воздушную петлю, фиксируя протяжку и вот эту петельку, которая у меня сейчас здесь оставалась. То есть через 2 петли протянула петельку и сформировала воздушную петлю. Далее вяжу до конца этого ряда классическим способом узор ротанг. И теперь необходимо сформировать пятую. Вот эту петлю я вот сюда сдвигаю. Здесь у меня располагается протяжка первого ряда. Над ней должна сформировать протяжку в третьем ряду. Ввожу крючок в основание. Здесь у меня петля проходит, которая протягивалась под первой протяжкой второго ряда. Вот под нее за 2 ниточки ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, вытягиваю и довязываю пятую протяжку. Фиксирую ее воздушной петлей. Вяжем 4-й ряд, разворачиваем, поднимаем вязание вверх и начинаем формировать точно так же, как и во втором ряду. Ввожу крючок между протяжками прошлого ряда,
захватываю рабочую нить, протягиваю через основание, вытягиваю на нужную высоту, тяну крючок за собой, захватываю петельку, которая была перед протяжкой, протягиваю через протяжку ее, захват рабочей нити, провязываю воздушную петлю, таким образом зафиксировав протяжку. Перемещаюсь в следующую точку, также между протяжками прошлого ряда, ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и, протягивая под протяжкой петельку, провязываю воздушную петлю. Так мы вяжем до конца этого ряда. Пятую протяжку мы формируем над протяжкой второго ряда. И здесь очень важно посмотреть одну деталь. С этого края у вас должно быть 2 ниточки. А вот эта нить, которая еще одна, она остается в области, где у нас формируется узор ротанг. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем последнюю, пятую протяжку, как обычно. Переходим на вязание следующего ряда, опускаем вязание вниз, перемещаем крючок, разворачиваем, вяжем первую протяжку, вводим крючок в основание между протяжками прошлого ряда, вытягиваем петлю, перемещаем крючок в другую сторону, разворачиваем, захватываем рабочую нить, протягиваем под 2 петлями, получили петельку, разворачиваемся обратно и провязываем воздушную петлю. Так, необходимо вязать нужную высоту полотна вашего изделия. Я надеюсь, этот мастер-класс помог вам освоить узор ротанг поворотными рядами, и чем больше вы будете его вязать, тем лучше будет получаться. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Впереди еще вас ждет очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!